Вот ведь, блин, забыла телефон художки. Ты прекрасно знаешь, что это не так. Что за нафиг? Не была уверена. В классе слишком тихо, а за стенкой кто-то шушукается. И почему-то эти голоса кажутся мне очень знакомыми. Грей, прости, я не хотела. Я хотела как лучше. Грей? Настя, ты ведь прекрасно знаешь, что не стоило этого делать. Настей зовут Рыжую. А сегодня все вроде как обычно. Вот только Грей не пришел. Мольберт его пуст, а натюрморт и вовсе отсутствует. Странно, что-то Грей сегодня нету. Так он ведь закончил свой рисунок. Теперь следующие 2 недели он будет ходить на курсы в свой будущий институт. Ну, блин. Никак не пойму, что же его связывает с Рыжей. Романтика? Нет, вряд ли. В конце концов, Грею сейчас вообще ни до каких человеческих отношений. Он даже с друзьями своими не общается. Что же такое-то? Сонь? Чего? Ты что-то какая-то загруженная последнее время. У тебя все хорошо? Да, все прекрасно. Так, ладно, нужно отвлечься как-то от этого. Простите. Да. Насколько мне известно, закрывают только художку, тогда как музыкальное, театральное и танцы закрывать не собираются. Время объяснений от Мелкой! На самом деле художка – это не совсем художка. Мы учимся в ДШИ – детской школе искусств. По сути, это одно здание, которое объединяет в себе несколько творческих отделений. В него входит художка, музыкалка, театральное отделение и танцы. Так как все это находится в одном здании, мы запросто можем зайти друг к другу в гости. Конечно, это не очень приветствуется, но если у тебя есть друзья в музыкалке, то ты запросто можешь зайти к ним на перемене. А вообще, это очень удобно, когда в одном здании находится сразу несколько творческих отделений. Например, если у нас устраиваются концерты, то все занятия отменяются, и если художники к этому не причастны, то они запросто могут уйти домой. Тогда как музыкантам, актерам и танцорам приходится идти выступать. Буга-га-га-га. Мы в чем-то провинились, или же это из-за недостатка финансирования? Ничем помочь не могу. Мне известно ровно столько же, сколько и вам. Если что, вы можете обратиться к директору с этим вопросом. Погуляем сегодня? Прости, сегодня не получится. Мы должны встретить брата на вокзале. А лучше бы погуляли. Слушай, если не хочешь, можешь не идти. Тебя никто не тащит. И вообще ты нафиг никому не сдалась. Соня, а ты не хочешь пойти Рому встречать? Извини, я не уверена, что он вспомнит меня. Да ты чё, конечно вспомнит. Мы же все детство вместе провели. Нет, все-таки мне кажется, что это не лучшая идея. Ладно, как хочешь. Если что, он у нас 2 дня будет жить. Еще успеете встретиться. Слушайте, если мы не идем гулять, то, может быть, сходим к директору, узнаем, что к чему. Я тоже хочу к директору. Боюсь, если ты к нему сходишь, то обратно ты уже не вернешься. Я найду взрывчатку и устрою там гигантский Аллах-бабах. Аллах-бабах! Ну, если Милосу нужно идти за братом, а вам к директору, то я могу отпустить вас пораньше. Вот только не берите Тайка с собой. Он наказан и после занятий будет чистить класс. Шайтанова. Ну, вот мы у двери директора. Слушай, ты иди, а я тут еще улажу кое-что и тоже подойду, хорошо? Да, без проблем. Здравствуйте, простите, к вам можно? Да, конечно, заходите. Мелкая, чего тебе? Иди сюда. О, да ты прям источаешь угрюмость. У тебя какие-то проблемы? Моя угрюмость не должна тебя волновать. Это только мои проблемы и нашего двоюродного братца. А вообще, знаешь, я рада, что ты не пошла с ним. Ты что-то от меня хотела? Да, мне нужна твоя помощь. Конечно, я знаю, что пожалею об этом, но недавно я случайно подслушала чужой разговор. Это был Грей и
рыжая. Чего? Грей и рыжая? У них же нет ничего общего. Вот и я о том же. Слушай, не могла бы ты помочь мне? Дай угадаю, за ними нужно проследить, да? Именно. И так как ты у нас высокий специалист в этом деле... Ой, да ладно, не подлизывайся. К тому же мне и самой стало интересно. Я знаю, у тебя есть связи чуть ли не во всем городе, и ты можешь раздобыть любую информацию. Хорошо, можешь на меня положиться. Но только взамен я попрошу тебя об одной услуге. Да, конечно, проси о чем хочешь. Да нет, я попрошу тебя об этом чуть позже. Будут еще какие-нибудь указания? Да, пожалуйста, постарайся никому об этом не говорить. Узнать информацию и при этом никому об этом не рассказывать. Ну, или рассказывай, но только тем, кому можно доверять. Просто это их личное дело, и то, что мы вмешиваемся, это уже неправильно. Ладно, я поняла. Не сцы. Их секрет будет только между нами. Ну и еще пару человек. А ведь это действительно интересно. Точно, директор. Ну и где он? Эй, братишка, извини, что опоздал. О, да ладно, не прошло и года. Давай я тебе помогу сумку донести. А где Милославская-младшая? Она что, не захотела встречать любимого двоюродного братика? Да, у нее там сейчас дела. Слушай, я прекрасно знаю, что она меня недолюбливает. Давай просто возьмем сумки и пойдем домой. Я ужасно проголодался. То есть как это я не могу петь песню, которую хочу? Почему я должна петь то, что хотите вы? Простите, но таковы правила. Вы же не можете нарушать правила конкурса. Ну почему? Я пришла сюда, чтобы петь то, что мне нравится. Я не собираюсь петь то, что хотите вы. Ну иначе никак. А Нико, я думаю, тебе стоит согласиться с учителем. Что? Так ты тоже против меня, да? Вы все тут одинаковые. Вам вообще наплевать на личность и свободу слова, да? Ты драгнильный предатель. Сдалась мне эта ваша музыкалка. Милочка, но занятие еще не окончено. Мне теперь все равно. Я ухожу. Ох, ой, холодает. Смотри-ка, октябрь уже вовсю. Деревья все осенние. Сань, чего? А ведь директор нам так и не дал точного ответа. Ну, наверняка у него на это были свои причины. Ну, смотри-ка, Феликс. Здравствуйте, дамы. Ух ты, шарфик. Как мило. Так сейчас же вроде не так холодно, чтобы шарф носить. Ты ведь не просто так его надел. Да, для одной двуххвостой девочки стараюсь. Двуххвостой? Что ты на меня так смотришь? Что, у нас в городе мало двуххвостых девочек? А, так ты подумала, я... Да нет, я ничего такого не подумала. И мне лучше пойти. Эй, ты чего? Сама же погулять хотела. Простите, не в этот раз. Ох, это ж надо было так облажаться. Все в порядке? Да, все просто отлично. В кафешку не хочешь? О, кстати, неплохая идея. На улице-то холодает, было бы неплохо пойти в теплое место. А тут довольно-таки неплохо. Да ты что, это шикарнейшее место во всем городе. Ну да, ты права. Особенно крут вид из окна. Так, слушай, я отойду ненадолго, посмотри за телефоном. Алина, ты где на? Извините, но вы ошиблись номером. Ну черт, такое приветствие запоганило. Ну, я человек простой, ошиблась номером, перезваниваю. Эй, бабудяйка, где твоя хозяйка? Алло, мелкая? Стоп, чего? Это телефон Сони, она его оставила, а сама отошла. Какого фига ты трубку взял? И вообще, что у тебя телефон Соньки делает? Но сейчас она придет, и я отдам ей телефон. А зачем ты ей звонишь? У меня для нее важная информация. Я пришла. Телефонозабывашка, вонючая какашка. Ну вот как раз сейчас с ней поговоришь. Алло, мелкая, привет. Алина, ты где на? А мы в одном теплом месте. Что? Иногда ты так выражаешься, что тебя очень легко неправильно понять этими своими двухсмысленными фразочками. Мелкая, мы сейчас находимся в кафе «Сырники» от тети Фроси. Если хочешь, можешь приходить к нам. Хорошо, сейчас буду. Да, давай, мы тебя ждем.
Сейчас мелкая сюда придет. Вот, тогда давай проведем эти оставшиеся минуты драгоценной тишины с пользой. Я хочу побольше узнать о вашей компании. Ты хочешь узнать о ком-то конкретном или о всей компании в целом? Ну вот, например, Космодевочка и Тайк. Они немного странные, но выглядят старше мелкой. Им по 13 лет, они всегда весело проводят время и изображают из себя клоунов. Из них вышли бы отличные видеоблогеры. Я даже не представляю, когда они наконец повзрослеют. О, я уверен, это случится намного быстрее, чем вы думаете. Просто в жизни одного из них случится переломный момент. Тогда он все осознает и уже не будет таким веселым, как раньше. Ну и, следовательно, потащит за собой другого, или этот другой потащится за ним. Очень сложно проводить время весело, оставаясь в одиночестве. Откуда ты все это знаешь? Ты психолог или это из личного опыта? Да нет, просто я очень крут. Серьезно? Давай говори, откуда ты это знаешь. Почему ты так в этом уверен? Вот блин, не получилось. Да, ты права, это из личного опыта. Эй, ну вот я вас и нашла. Официант, принесите безалкогольные мохито. Блондиночка за все заплатит. Черт, мелкая. Туки-туки. Вы по мне уже соскучились? А шарфик-то он все-таки одел. Нику хочешь понравиться? Чел, у тебя нет шансов. Потому что ты лалка. Это еще что за шмакодявка мне тут указывает? Ой, у тебя какое-то пятно на носу. Что? Где? Нету там ничего. А вот тут. Ау, что ты делаешь? Не надо, зачем ты, ау? Что вы Отпусти, делаете? Соня, помоги, он меня за нос схватил. Феликс, отпусти мелкую, мелкая, иди сюда. Вот так-то. Мелкая, скоро темнеть начнет. Давай говори, что ты узнала. Так как рыжая ходит на танцы, я первым делом пошла спрашивать у танцоров. Ну и, естественно, это облегчило все мое расследование. В общем, я узнала, что рыжая... А вы о чем? Феликс, прости, это тебя не касается, не бери в голову. Ну, может, я чем-то помочь смогу. Ты-то, ой, не выдумывай. Так вот, рыжая болтала с Греем о том... Так вы про подружку Грея, да? Что? А вот сейчас у меня возникло еще больше вопросов. Ну так с этим все очень просто. Грей когда-то был моим другом и одноклассником. Я считаю, что это как-то связано с его родителями. Они требовали с него брак по расчету. Они нашли для него неплохую, богатенькую невесту. Но у Грея на тот момент уже была девушка. Они любили друг друга. Грей не мог противиться воле родителей, так как полностью зависел от них. Именно поэтому он стал усиленно трудиться и работать, чтобы стать финансово независимым. Его родители, будучи начальниками родителей его любимой девушки, отправили тех жить в другую страну. Это что-то вроде многолетней командировки. Деньги имеют очень большую власть. Конечно же, родители девушки забрали ее жить с собой. С тех пор они с Греем не виделись. Ух ты ж, нифига себе, я этого не знала. Ну, молодец, предысторию рассказала, вот самое основное дай мне рассказать. Так уж получилось, что рыжая дружила с этой самой девушкой. И они с ней даже до сих пор общаются. Созваниваются по телефону, болтают по скайпу и переписываются в социальных сетях. И так как Грею строго запретили с ней общаться, он передает ей послание через рыжую. Потому что кроме как с рыжей, эта девочка больше ни с кем здесь не общается. И Грей втайне от родителей передает ей послание. И, как я поняла, он до сих пор надеется жениться на ней. Да, как только он выучится в институте, он сразу же поедет к ней, и они заживут вместе. Проблема в том, дождется ли она его. Эй, такая красивая, романтичная история. Надо будет узнать у Милоса, вдруг он знает эту девушку. С ума сойти. Я-то думала, что у Грея просто такой характер, что он никого не любит и ему наплевать на всех. Но кто же знал, что он делает это ради любви? Ладно, я думаю, эту тему можно считать закрытой. Пойду-ка я домой. Соня, спасибо за угощение. Ладно, я думаю, и мне пора.
Спасибо за вечер. Пока. Да уж, насыщенный сегодня был денек. А ведь за весь этот день, разбираясь в чужих проблемах и чужой личной жизни, я совершенно забыла о своей собственной личной жизни. Привет.